Привет, друзья! Меня зовут Наталья, и вы на моем канале «Мое хобби и не только». Сегодня я хотела бы поздравить вас с наступающим Международным женским днем. Пожелать всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, чтобы в наших семьях царил мир, добро, любовь и взаимопонимание, чтобы наши дети любили нас и уважали. А нам, вязалочкам, побольше идей и вдохновения, побольше хорошей пряжи, чтобы мы воплощали наши идеи в наши изделия. На сегодняшний день у меня нет готовых работ, но я вам сейчас покажу, что я вяжу. И у меня две работы, которые сейчас на спицах. Это майки. Они выполняются из хлопковой пряжи. Но сейчас вы все сами увидите. Так, друзья, на спицах у меня вот такая хлопковая майка. Я уже связала ее, вышла на финишную прямую, сделала подрезы я не делала, пройма для рукавов, отвязала реглан-погон. В общем-то так, начинаем. Я набрала на спицах 115 петель, 116, одна для замыкания в круг. Замкнула в круг. Вот. У меня, значит, изделие вяжется одним полотном, без швов. Вот здесь у меня начало ряда. На реглан-погон, на погоны я взяла по 4 петли. Вот они у меня идут. 4 петли. 4 петли, здесь 4 петли. На переднюю часть изделия пошло 55 петель. На спинку 52. Для себя я всегда этот круг и делю на две половины. Это передняя часть и задняя часть. В свою очередь, переднюю и заднюю часть я для себя, чтобы мне было это удобно, это не всегда так важно, и можете вы это не делать, я делю на 3 части. Центральную часть и 2 части, те, которые будут развороты, углубления делается по спинке. Я по 16 петель взяла вот эти части, и 20 это центральная часть спинки. И начала вязать вот отсюда, делая развороты и тем самым углубляя по переду и по спинке горловину. Я пошла, по 3 петли взяла на спинке, потом пошла на переднюю часть, взяла 2 петли, провязала, опять пошла на заднюю, 3 петли, потом 2 петли по передней части, 3 петли, опять развернулась, пошла на переднюю часть изделия, 2 петли. Это уже 3-й раз у меня был разворот. Я тут рассчитала, что я буду брать по 3 раза по 3 петли и потом 2 раза по 2 петли. 2 петли, а по передней части я рассчитала, что мне нужно взять, брать по 2 петли 10 раз. Развернулась на передней части, опять захватив 2 петли, и пошла по спинке, захватила последний раз, но развернулась на переднюю часть и пошла опять по спинке, провязав всю спинку, но когда я разворачивалась, я делала прибавки в лицевом и в изнаночном ряду на реглан-погон. И почему я взяла по 2 петли? Чтобы у меня пройма, вот эта пройма на горловину, была плавная и облегала как будто горло. Я не стала ее делать большой. Если вы хотите делать большую вот такую горловину, и вот чтобы она вот такая вот была глубокая, то здесь, возможно, вам нужно будет забирать не по 2 петли, 10, допустим, раз, как у меня, а по 5, по 6, а то и по 7 петель и, допустим, 5 раз. Вот я потом пошла уже всю провязав спинку. Вот так пошла сюда. Пошла сюда. Вот так провязала. Вот оно. Пришла ко второй линии погона. И начала делать развороты на второй части линии погона. Вот до сюда, до первой 2 петли захватила, 2 петли,
развернулась 3 петли, 2 петли по передней части, по спинке 3 петли, потом 2 петли, потом 3 петли опять по спинке, развернулась на переднюю часть изделия, на спинку, опять на переднюю часть изделия, на спинку и на переднюю часть изделия. И у нас тут еще у меня петли остались. Я разворачиваюсь, вяжу опять по спинке, иду по спинке вот так. И уже делаю развороты вот таким способом, вот так. Вот так, видите? Забирая по 2 петли, по 2 петли, по 2 петли. Туда-сюда, туда-сюда. То есть, так, это ручка. То есть, вот так делая. Сюда, потом на изнаночной стороне обратно, на лицевой стороне, потом на изнаночной стороне. При этом каждый раз делая прибавки на погон. Таким образом, отвязав погон 25 сантиметров, я разделила вязание на 2 части. И стала вязать каждую часть отдельно, чтобы вырезать мне вот этот проем для рукава. Пройму на рукав я вывязала. Ну, это как отдельными частями вяжется, тут ничего такого нету. Здесь я 4 петли вот этих вот сняла, чтобы у меня здесь не было разрыва. Я буду потом обвязывать рукав, и эти 4 петли погона у меня пойдут на обработку пройму рукава. Связав 17 сантиметров, я соединила вязание в круг. И опять подрез я не делала. Тут достаточно большое количество петель. И я подумала и решила, что мне подрез делать не надо. Я здесь, чтобы не было у меня отверстий, я 3 петли на эту сторону, как косичку, соединила вот так вот, перекрестила и начала вязать уже. Вышла на финишную прямую и вяжу изделие прямо. Вот такая у меня широкая получится майка. Ну, я вам уже показывала в своих видео. За основу я взяла свою майку. И вот вяжу. Только вот такая у меня будет из хлопка. Полотно мне очень нравится. Я вам показывала образец, когда я выбирала, какими спицами мне вязать. Я вязала 3,5, 4 и 5. И вот всех больше мне понравилось на 4. Оно вроде бы и прозрачное, и в то же время создает такой немножко, ну, тень, да? Вот не такая уже расхлябистая. И в то же время она очень драпируется, воздушное полотно и пластичное. Мне очень нравится. В общем-то, я вяжу и получаю удовольствие. С каждой петли я получаю удовольствие. Мне пряжа очень понравилась. Пряжа это 100% китайский хлопок. В мотке 250 грамм. Ушла только половина. Вот такая у меня майка. Второе мое изделие. Теперь я все записываю. И мне для себя удобно. Я записываю, на каких спицах я вяжу. Я решила на 4. И второе мое изделие это вот эта майка. Здесь уже V-образный вырез горловины. Вот я его вяжу. Я уже его связала, V-образный вырез горловины. Я уже даже отделила здесь на рукав. Здесь у меня реглан. Тоже изделие одним полотном вяжется. Реглан сверху. Здесь я набрала набросовую нить, так как я буду обвязывать потом, соберу петли сбросовой нити и буду обвязку делать как полурезинка. Вот, типа как у меня сейчас сделана вот эта вот обвязка, я сразу же делала. Здесь уже я, смотрите, соединять в круг я не стала. Это вязалось поворотными рядами. Я набрала 78 петель, так как этот хлопок толще намного. Тоже на 4 я вяжу. Нет, на 4,5 спицы. Набрала 78 петель. 4 петли у меня пошло на спинку.
По 3 петли у меня идет реглан-погон. 8 петель у меня идет на рукава, и 3 петли это идет на вот эта вот обработка, но это будет идти еще сюда полочки наперед. И эта горловина идет у меня вот так, V-образно. Потом только я тут соединяю и вяжу уже по кругу. Тоже делаю развороты, сделала углубление по спинке, вот здесь сделала несколько разворотов, брала, по-моему, по 3 петли вот так вот. Сделала углубление по спинке. Немножко оно у меня получилось. Совсем-совсем немножко. Вот оно. Тут будет бросовая нитка. Она более упругая, поэтому так, может быть, будет... Немножко совсем я развороты делала. И потом пошла уже на рукав. А здесь... Ну и прибавки, конечно. Прибавки в каждом 4 ряду я делала прибавки на реглан-погоны. В каждом 2-м, а потом, когда уже отвязала регланную линию, здесь уже я вязала в каждом 4-м ряду. Не регланную линию отвязала, что я вам говорю, господи, запутала все. Когда я уже сделала V-образный вырез и соединила вязание в круг, я не сразу же отделила на рукава. Я еще вязала несколько рядов, не несколько рядов, наверное, 10-12. И вот 3 раза делала прибавки в каждом 4-м ряду на регланную линию. И только вот потом я отделила на рукава. Вот рукава у меня. И соединила. У меня уже было соединено в круг. Я вяжу в круг. Вот такие у меня 2 изделия. Скорее всего... Это у меня как образец вот это идет. Почему? Потому что я первый раз сделала вот такой V-образный вырез. Он у меня получился. Очень хорошо получился. Посмотрите, как все аккуратно. Мне очень понравилось. Понравилось, как я сделала тут развороты. Но пряжа очень толстоватая. Я эту майку, скорее всего, носить не буду. Она толстый хлопок. Откуда он у меня, я даже и не забыла, когда я его и покупала. Я, скорее всего, его распущу, потому что у меня еще он дал немножко косину. Немножко стал косить по спинке. А так, я связала такой образец. Я первый раз набирала вот так вот на бросовую нить, чтобы потом с бросовой нити вот здесь взять с петли и начать обвязку как полым шнуром. Вот такая у меня работа. Все, друзья мои, спасибо большое, что заходите на мой канал. Всем пока-пока. До новых встреч.